Всем доброй ночи, друзья мои. Скажу вам по секрету, хотя заранее нельзя говорить о планах, но мы работаем над книгами, несколькими, очень необычными книгами. И в любом случае я нахожу время для того, чтобы подарить вам интересные работы. Вообще во все такие времена, когда вокруг очень много отрицательной информации, трудный период. Кто посмотрит 2022 год, нам было не сладко. Я стараюсь себя загружать работой, чтобы у меня мозг был настолько занят, чтобы некогда было вообще задуматься о чем-либо постороннем, ненужном. Я обычно загружаю себя работой. Я это уже поняла. Не только когда трудные периоды в мире, да и вообще в моей жизни, я всегда спасалась работой. Трудный момент проходит, он не вечен, но та работа, которая сделана, остается. Это дает тебе имя, это дает тебе взлет, признание и так далее. Многие известные люди, известные личности творили в самые тяжелые моменты своей жизни или в самые такие непростые моменты для своей страны. Казалось бы, в трудные времена человеку должно быть вообще ни до чего. Кроме хлеба насущного, других проблем быть не должно. А вот и нет. Человек хочет всегда переключить свое внимание на более нечто великое, вечное. Он живет в мире своих иллюзий, в мире свершений, а потом эти иллюзии, эти свершения переходят в реальность и становятся реальностью. Поэтому во все трудные времена рождались самые прекрасные работы человечества. Я к тому, что сейчас я стараюсь и людей поддерживать, и пишут очень много людей, и очень много консультаций. Как ни странно, раньше я столько не брала, сейчас берусь, потому что вот сейчас у меня как бы такой период понимания к людям, что да, вот сейчас помочь стоит. То есть, если раньше я могла отказать долго, я сейчас могу взяться, потому что понимаю, что время непростое, и люди нуждаются в этой помощи. Если помните, я вам дарила караван богатства. Много работ, связанных с караваном, с приходом богатства через энергию караванов и прочее, прочее. Караваны, верблюды, корабли пустыни. Долгое время караваны являлись самым главным элементом в экономиках стран. Купцы перевозили, рискуя своей жизнью, нанимая охрану через пустыни, через леса, через горы, перевозили товар и обеспечивали товаром огромные империи. Караваны являлись символом богатства, достатка, великолепия. Приход каравана в город был неким праздником. Караваны приходили, ночевали как так называемых караван-сараях, что в переводе означает палата караванов, то есть это гостиницы древнего времени. Эти караван-сараи могли находиться где угодно, и в пустыне, и посреди дорог там горных и так далее. Это были такие оазисы спасения, потому что по ночам караваны старались не идти, поскольку много было разбойников, грабителей, и они находили свой приют в караван-сараях. Более того, караван-сараи тоже охранялись. Хозяева платили огромные деньги за охрану, за обеспечивание порядка. Вот таким трудом люди тысячелетиями вели торговлю. И караваны, они
несли удачу, несли мечту людей, потому что они были гружены богатыми товарами, шелком из Китая, мехами из России, Руси еще в то время, каменями из Индии, чего только там не было. И это все возилось, это все продавалось, это были товары для разных категорий населения. Кто-то покупал более дорогие камни, кто-то заказывал у купцов и ждал, пока придут караваны. То есть корабли пустыни, они изначально олицетворяли богатство, достаток. Но караваны вели главные верблюды. И это были не только самцы, это были чаще всего и самки, которые шли со своими верблюжатами, и называли их нар. Верблюды нар, предводители, те, которые знали дорогу, которые чуяли опасность, которые знали, когда караван устал и должен отдохнуть. Этому верблюду доверялись. Эти верблюды чувствовали приближение песчаных бурь и каким-то образом давали знать. Эти верблюды могли найти воду в пустыне. И вот нары тысячелетиями сопровождали караваны. Про них сказано в сказках, в легендах, в сказаниях, в эпосах. Верблюды нар. Есть несколько версий происхождения этого имени. Во-первых, из древней санскрите, которая сохранилась и в армянском языке, нар означает дарующая или щедрая на руку. Вторая версия, что нар – это от слова нур, немножко деформированное слово нур, что означает священный свет. Например, у исламских народов часто встречается нур слово, да? Нур – это женское имя, это и мужское имя. Это вообще, это считается священный свет или священное просвещение. Нур. И поскольку нары несли как бы свет, они вели за собой целые караваны, то их так и назвали несущий свет, открывающий дорогу, показывающий правильную дорогу, нары. Итак, дорогие друзья, нар, верблюды нар, сопровождающие их, называли великолепный нар. Нары, когда подходили к какому-то дому и там садились на корточки, считалось, что в этом доме в скором времени будет великая радость. Люди были счастливы. Когда такое случалось, они выходили, одаривали сладостями и вином всех, кто рядом стоял, и благодарили, обнимали купца. Нар выбирал тот самый дом, садился на корточки, на отдых, а значит, он же посланник судьбы, он же олицетворяет богатство, достаток, счастливую жизнь. И вот сидящий на корточках нар, это означало, что счастье постучалось в двери. Есть восточная поговорка. Когда хотят человеку сказать, что вот и к тебе это счастье придет, или несчастье, если хотят проклясть, через некоторое время оно было как бы и как проклятие принималось. То есть не в том смысле, что нар подходил к дверям, это было плохо. Нет, люди говорили как бы хорошее или плохое. Вот этот верблюд и к твоему дверю подойдет. То есть и к твоим дверям подойдет и сядет на корточки. Ничего страшного. Но это было сказано двояко. Это могло относиться и к хорошему, и к плохому. Это судьба. Я помню, когда у меня тетя родила, и ее заловка, когда приехала к ней наведываться, я была у них в гостях, и она сказала: ой, вот у тебя сколько пеленок и всего тут висит. И она сама была беременна, и у меня тетка говорит: скоро этот верблюд и к твоим дверям подойдет и сядет на корточки. То есть скоро и ты поймешь, что такое ребенок, и что такое, почему столько пеленок постиранных. И тебе постигнет это. Но не в плохом смысле.
Так вот, дорогие друзья, поняв, что все в этом мире сначала происходит в тонком плане, в мире духов, а потом переходит в мир людей, люди веками начали понимать, что если заманивать это богатство тем самым символом, который приходит к дверям и садится на корточки, то есть верблюд, который сидит на корточках, то со временем это богатство будет приходить. Ведь духи узнают ее. Это же нар. Нар – носитель великолепия, носитель богатства. Так ее и называли – великолепный нар. Каждый считал за счастье прикоснуться к верблюду нар или увидеть. Если человек выходил и навстречу шел караван, а впереди шел нар, это означало, что у него в этом году будет очень много удачи. Нар подошел к нему или возле него прошел и так далее. Вот до такой степени придавалось огромное значение этому верблюду. И не просто так. Ведь это испробованный метод, значит, это действительно срабатывало. Не просто так люди передавали друг другу, говорили, радовались, когда нар подходил к их дверям. Потом на Востоке, произошла, вот родилась такая традиция, заказывали скульптуру или кто был, скажем так, не так уж богат, они могли сами делать каким-то образом изображение нар. Некоторые рисовали, изображали на своих дверях. Если кто-нибудь вот рожден, скажем, в Узбекистане, в Казахстане, в Средней Азии, да, наверняка вы возле ворот видели нарисованные на воротах верблюда, который на корточки опустился и сидит. То есть заманивали туда караваны. Может быть, уже делали ради красоты, не понимая даже, в чем смысл. Но я хочу возродить эту древнюю традицию. Я вас научила очень многому и очень многое рассказала, и мы очень многое вспомнили. И мы возродили эти древние сказания, эти все древние традиции, и начали этим пользоваться, и оно нам помогает. На самом деле очень замечательно работает. Так вот, возродим еще одну традицию. Призовем, заманим богатство в наш дом к верблюду нар, который сидит на корточках. Я хотела заказать такую скульптуру. Знаете, что интересно? Часто бывает, что я вот пролистываю, смотрю какие-то каталоги, там мне вот хочется это, то, что потом написать, я не попросить, я не знаю, как это делается, она лучше умеет. Вот возьми такое, мне нужно для работы и прочее. И тут дарят мне верблюда, вот эту красоту, да, красавца. И у меня прям аж... Ну, я уже не первый раз, честно говоря, я уже как бы привыкла к этому, уже давно не удивляюсь. В любом случае, приятно была удивлена, что как будто меня услышали. Это я приняла за знак. То есть сказали, вот тебе то, что ты хочешь, вот подари, сделай эту работу. Так вот, дорогие друзья, обязательно нужно найти вот такую скульптуру. Я буду вас сейчас учить работать со скульптурами и с статуэтками, с культовыми предметами и так далее. Потому что у каждого народа есть свои культовые предметы, понимаете? Предметы, которые притягивали богатство, и об этом знал народ. И тысячелетиями эти предметы культа и прочее, они уже атрибуты вот эти богатства. Они уже настолько, скажем так, наполнены этой энергией, что всего лишь держать дома уже достаточно для того, чтобы привлечь эту удачу в свою сторону. А уж если еще и это активизировать, если еще и начитать то, что нужно, то тем более. Так вот, вам нужна или скульптура, или, вот это, например, папье-маше, насколько я понимаю. Здесь и дерево, и кожа, все вместе, одним словом. Нет, это кожа, да. Папье-маше у меня там этот был леопард. Все, запуталась немного. Вот. Но это не имеет такого значения на самом деле. Главное, чтобы это было не пластмассовое, потому что пластмасса не приветствуется, это не живой материал. Вам нужна вот статуэтка, вот
такого верблюда, который сидит на корточках, ожидает, никуда не спешит, никуда не уходит, заманивает в дом. Понимаете, о чем я? Так вот, эту статуэтку нужно будет украшать. Или во время чтения, или постоянно, как вы украшаете фортуну, например, вот она красавица, и другие скульптуры, которые со временем наполняются энергией, силой и прочее. Так вот, украшайте этого красавца и желательно как можно чаще подходите к нему и начитывайте. Начитывайте 3 раза этот заговор. 3 раза, 7 раз, 12 раз. Ну, в принципе, 3 раз достаточно. Я обычно... У меня времени нет. Я обычно 3 раза, как правило, и читаю. Любой заговор, который мне нужен. Ну, если там не принципиально сколько. Так вот, подходите к нему и начитывайте. Пока он в вашем доме, он будет притягивать в ваш дом эти караваны богатства. Когда вы переедете в другой дом, забирайте с собой, естественно, но в путешествии не возите, потому что он должен привыкнуть к энергии вашего дома. Вот здесь он должен притягивать. Понимаете как? Вы в тонком плане действительно притягиваете караваны в свою жизнь, в свой дом. А в реальности, я же вам говорила, что заговор, он сначала зарождается в голове, в подсознании, в тонком мире. То есть мы изобразили вот в каком-то другом мире вот то, что мы хотим. А потом это уже перейдет в наш мир, в наш реальный мир. И вы увидите, как отовсюду начнут к вам притягиваться дары, деньги, имущество, какие-то уступки в цене, какие-то распродажи тех вещей, которые вы хотите купить. Это именно нацелено на то, чтобы дом наполнился. Вот это подойдет, например, для людей, которые вот только купили, да, дом, и вот переживают, вот сколько будет затрат, что делать, как вот мебель нужно купить, и это обставить, все такое. Или люди, которые хотят, как бы, только создали семью, хотят вот как бы купить себе имущество потихоньку, одежду дорогую и так далее. Да и к любому человеку, но особенно тем людям, у которых дома, скажем, пока что только начинается жизнь с нуля, и им хочется как бы и купить это все, и приобрести, но в то же самое время, чтобы и другие свои нужды надо было обеспечивать. Вы не заметите, как все это к вам придет. И вот запомните мои слова, вот через, 5-6 месяцев, как максимум, вы сядете и посмотрите. То есть просто, вы же помните, сколько чего приобретали. Откройте свой сундучок, увидите, там полно украшений. Откройте шкаф, увидите, что вы купили, шубы, вещи, все на свете. Но при всем этом вы еще кушали, пили, ездили куда хотели, занимались делами. Непонятно, каким образом вам на все хватило. Каким-то волшебным образом. Это уже не первый раз люди говорят, что невероятно, непонятно, даже не знаем, как объяснить, но это реально работает. Вот то же самое в этом случае. Если у меня сегодня время будет, я даже этот алтарь не уберу, оставлю и голосовые немного включу людей. Снова мы с вами послушаем, как у людей все менялось. Но не обещаю, но посмотрим, если будет возможность для этого. Так вот, друзья мои, итак, фигуру, то есть фигурку или статуэтку из дерева, из гипс подойдет, но желательно, чтобы или было дерево, или искусственный камень, или что-то в этом роде. Да найдете вы. Просто статуэтка верблюда, сидящего на корточках. Далее на вопрос. А какой откуп требуется, когда это все начнет исполняться? В этом случае никакой. Он сам берет эту энергию. Ведь со временем любая статуэтка, любой предмет культа, который окружен вами заботой, украшен, к которому вы обращаетесь постоянно, он сам берет то, что ему нужно. То есть он берет энергию радости. Вы получаете что-то, радуетесь, вы питаете. Единственное, что вы можете сделать для этого верблюда, приносить и поставить время от времени воду.
Потому что в пустыне верблюдам очень не хватает воды. Нужно ли подготовить алтарь? Нет, здесь не обязательно. Просто если вы хотите, у вас есть такое желание, вы можете один раз сделать с алтарем, а потом просто поставить его куда-нибудь в красивое место и все время подходить. Причем можно гладить таким образом, то есть усиливать свою энергию, привязывать к этой силе, чтобы она к вам притягивала вот это все, эта сила. И вот эти невидимые караваны будут тянуться и тянуться в ваш дом. Итак, начнем. О, великолепный нар, посланник доброй судьбы, подари мне все богатства мира. О, великолепный нар, ты ведешь за собой богатые караваны. Веди, нар, свои караваны к моему порогу. О, нар великолепный, пусть твои караваны богатые идут ко мне, груженные всяким добром, ко мне приходят. Через все страны дорогу ко мне находят. О, великолепный нар, пока ты в доме моем, твои караваны будут идти в мой дом. Богатые караваны, груженные златом и серебром, шелком из Китая, мехами Сибири, сладостью Востока, императорским фарфором, индийским чаем и пряностями Персии и иным добром. О, нар великолепный, пока ты в доме моем, караваны твои будут носить богатство в мой дом. Караваны идут, богатство приходит, богатство дорогу ко мне находит. Истинно так, заклинаю. О, великолепный нар, посланник доброй судьбы, подари мне все богатства мира. О, великолепный нар, ты ведешь за собой богатые караваны. Веди, нар, свои караваны к моему порогу. О, нар великолепный, пусть твои караваны богатые идут ко мне, груженные всяким добром ко мне приходят. Через все страны дорогу ко мне находят. О, великолепный нар, пока ты в доме моем, твои караваны будут идти в мой дом. Богатые караваны, груженные златом и серебром, шелком из Китая, мехами Сибири, сладостью Востока, императорским фарфором, индийским чаем и пряностями Персии и иным добром. О, нар великолепный, пока ты в доме моем, караваны твои будут идти, будут носить богатство в мой дом. Караваны идут, богатство приходит, богатство дорогу ко мне находит. Истинно так, заклинаю. О, великолепный нар, посланник доброй судьбы, подари мне все богатства мира. О, великолепный нар, ты ведешь за собой богатые караваны. Веди, нар, свои караваны к моему порогу. О, нар великолепный, пусть твои караваны богатые идут ко мне, груженные всяким добром ко мне приходят. Через все страны дорогу ко мне находят. О, великолепный нар, пока ты в доме моем, твои караваны будут идти в мой дом. Богатые караваны, груженные златом и серебром, шелком из Китая, мехами Сибири, сладостью Востока, императорским фарфором, индийским чаем и пряностями Персии и иным добром. О, нар великолепный, пока ты в доме моем, караваны твои будут носить богатство в мой дом. Караваны идут, богатство приходит, богатство дорогу ко мне находит. Истинно так, заклинаю. Проведите еще одну замечательную работу, и результат вас очень приятно удивит. Всем удачи, достатка и разума.